Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле российского грузового судна в Азовском море. Инцидент произошел в субботу, как сообщается в телеграм-канале СКР. Украинские военнослужащие, которые ведут боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия. При этом один из снарядов попал в каюту старшего помощника капитана. Судно загорелось, экипаж смог локализовать пожар. В итоге судно покинуло акваторию в зоне поражения. ВК на своей платформе «Бизнес ВКонтакте» запустил инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках платформы можно бесплатно создать полноценный интернет-магазин с платежами через сервис ВК Pay, который стабильно работает с любыми картами российских банков. Также предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Боксбери и СДЭК по почте или курьерами. Бизнесмены смогут сохранить существующих подписчиков с других платформ с помощью бесплатного инструмента создания коротких ссылок и генераторов QR-кодов, уточнили в компании. Американская электронная платежная система PayPal сообщила, что в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России она призывает вывести остатки средств со счетов. Функция вывода средств сохранится до 18 марта. С этого дня все электронные кошельки россиян будут заблокированы. Решение PayPal и eBay приостановить свою работу в России сообщалось 5 марта. Компании объяснили уход с рынка несогласием со спецоперацией на территории Украины. В Росатоме сообщили, что специалисты из России консультируют украинский персонал на атомных станциях. Управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляется силами украинского персонала, заявила госкорпорация. Отмечается, что при содействии российских специалистов проходит восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты на Запорожской АЭС. РСПП предлагает оставить уходящим под давлением иностранным инвесторам шанс вернуться на российский рынок. Законопроект о введении внешнего управления в компаниях с иностранным участием, который готовит Минэкономразвития, должен учитывать причины, по которым собственник принял решение о приостановке или прекращении деятельности в России, считает Российский союз промышленников и предпринимателей. Он предлагает предусмотреть возможность сохранять бизнес с внешней администрацией до 3 лет без продажи и разрешить суду признавать акции и доли иностранцев временно не голосуют. Торгов ценными бумагами на Мосбирже на следующей неделе снова не будет, об этом говорится на сайте ЦБ. При этом торги на валютном и денежном рынке, а также репо с 14 по 18 марта будут открываться в 10 утра. Как это комментируют игроки рынка и можно ли будет покупать и продавать ценные бумаги иным образом. Россияне столкнулись с проблемой оплаты авиабилетов. От иностранных перевозчиков Visa и MasterCard больше не проводят оплату, а картой МИР можно оплатить билеты лишь в 12 стран. Альтернативой может стать китайская Union Pay. Какие еще есть способы. У россиян, застрявших в Таиланде из-за отмены авиарейсов, начались проблемы с визами. Только в Паттайе десятки человек потеряли легальный статус. Местные власти не хотят продлевать визы и каждый день начисляют штраф туристам, а в дальнейшем могут отправить их в тюрьму. Подробности на Business FM. Торгов ценными бумагами на Мосбирже снова не будет. ЦБ принял решение не возобновлять торги в секции фондового рынка в период с 14 по 18 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Таким образом, фондовый рынок останется закрытым третью неделю подряд с 14 по 18 марта, начиная с 28 февраля. Торги на валютном и денежном рынке, а также на рынке репо Московской биржи на следующей неделе будут открываться в 10 утра. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев. Представляется, что решение Банка России очень взвешенное. Есть указы президента о фактическом запрете нерезидентам для торговли. Но проблема заключается в том, что как их реализовывать на техническом уровне до конца непонятно, и понятно, что брокерам нужно время на настройку. Дальше. Очень большое количество клиентов окажется в состоянии маржин-колла, причем в состоянии маржин-колла, когда они окажутся еще и должны брокерам. Представим себе на секунду, что у нас будет массовая ситуация, как она была с отрицательными ценами на нефть. Когда большое количество клиентов, физических лиц, окажется не просто в нуле, а окажется должны брокеру. Что нам делать в этой ситуации? На данный момент рецепта нет и решения нет. И очень хорошо, что у нас есть еще неделя на то, чтобы как-то стабилизироваться и не допустить катастрофу. Потому что ситуация очень сильно отличается и от 2008 года, и от 2014. Отличается она тем, что действительно настолько сильного падения в моменте ни разу не было. И с другой стороны, ни разу не было ситуации, когда такое количество физических лиц, когда такое количество счетов, когда такое количество совершенно реальных людей. Поэтому, наверное, действительно, в следующей неделе нам лучше отдохнуть, понять, что вообще произошло, как-то стабилизироваться, и будем надеяться, что действительно недели нам хватит. Александр Тимофеев, ИК «Восточные ворота». Даже если торгов в секции фондового рынка не будет, это не означает, что ценные бумаги нельзя будет купить или продать. Такое мнение высказал начальник аналитического отдела компании «Рекомтраст», член Ассоциации владельцев облигаций Олег Кабелев.
Чем дольше нет торгов фондовой срочной секции, тем больше шансов, что брокеры будут делать внебиржевые секции. Но это очевидно, потому что желающих купить, продать все равно достаточное количество. И если нет рынка организованного, придется брокерам, видимо, делать рынок неорганизованный. У московской биржи есть сервис MOEX Dealing. Я думаю, сейчас он будет крайне востребован в ближайшее время. И такие индикативные котировки, это то, с чего финансовые рынки когда-то начинали, когда не было организованных бирж. Вот, видимо, сейчас придется временно брокерам на эту систему перейти. Ну, собственно говоря, по ряду внебиржевых контрактов это происходило и ранее. Те же там, например, коммерческие облигации торговались и торгуются во внебиржевой секции. Но очевидно, что пока регулятор ожидает окончания активной военной фазы и не хочет, пока она не завершена, запускать биржу, поскольку опасается разрушения акционерной стоимости рынка. Но, по сути, существует большой риск того, что просто произойдет обнуление фондовой секции, если можно так выразиться. Мы все видели, что происходило в Лондоне по АДРам на акции российских компаний. Вот, чтобы не было повторения такого сценария на российском рынке, видимо, регулятор решил пока повременить. Олег Кабелев, Рекомтраст. Ранее на этой неделе Национальная ассоциация участников фондового рынка призвала как можно скорее возобновить торги в основной секции Московской биржи. Россияне столкнулись с проблемой оплаты билетов за границу иностранных перевозчиков. На сайтах зарубежных авиакомпаний расплачиваться выпущенными в России картами Visa и MasterCard нельзя, а картой МИР можно оплатить билеты лишь в 12 стран, среди которых Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. Однако даже если карты российской платежной системы принимают, работают они далеко не всегда, пишет «Коммерсант». Внутри страны карты работают, но на сайтах иностранных авиакомпаний ими расплатиться невозможно. Большинство международных перевозчиков, летающих в Россию, предлагают воспользоваться китайской UnionPay. Если российский пассажир захочет приобрести билет за границей в стране присутствия МИР, из-за сбоев в системе он тоже вряд ли сможет расплатиться, говорят собеседники издания, рекомендуя наличный расчет в валюте. Говорится основатель и совладелец Coral Travel на Ходынке, travel-блогер Анна Брусиловская. Да, сейчас возникли сложности, к сожалению, с оплатой авиабилетов для клиентов. У нас есть в партнерах авиакассир, который помогает покупать билеты, но не на все направления, не на все маршруты, к сожалению, это возможно. А сейчас еще можно купить какие-то билеты самостоятельно на сайте. Но опять же, с платежами тоже большой вопрос. Лично я пользуюсь картой МИР, заказала ее себе. Бывают какие-то трудности, но я думаю, это все связано с большим потоком людей, которые сейчас начали оформлять карту и активно ей пользоваться. Да, карта МИР действует и в Турции, и в Эмиратах, но опять же, это все нововведения, для которых нужно какое-то время. Бывают сбои при работе, сложности со снятием наличных, но здесь просто нужно немного подождать. Я думаю, что система будет внедрена достаточно успешно, и наши граждане смогут пользоваться и за рубежом, в том числе системой карты МИР. UnionPay для нас пока неизведанная система. Надеюсь, что в ближайшем будущем будет более понятно. Мы не ограничиваем себя, будем пользоваться тем, что нам будет доступно. Анна Брусиловская, совладелец Coral Travel на Ходынке. На части авиакомпании принимает карты МИР, но многие рекомендуют оплачивать авиабилеты через агрегаторов, говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Сейчас авиакомпании, летающие в Россию, разделились на два лагеря. Те, кто присутствует на российском рынке, физические продажи происходят через их российские юрлица, и те, кто физически не присутствует и оплаты проходят через ИАТУ, это клиринговую систему международную, или напрямую валютные контракты с этими авиакомпаниями. Как ни удивительно, но как раз первые, те, кто физически присутствует в России и ведет операции через Россию, испытывают наибольшие трудности, поскольку курсовые разницы, возникающие за счет переконвертации, очень высоки, накладывают дополнительные издержки, и многие начинают ограничивать объем бронирования и направления, оставляя возможность бронировать только из России в одну точку и обратно. Если говорить про международные, все больше и больше, скорее всего, россияне без замены ко-брендингу мира будут испытывать трудности, чтобы покупать билеты. Несмотря на то, что UnionPay принималась практически во всех странах, 180, по-моему, список, это как раз история неоднозначная, потому что это значит, что не все банки в этой стране принимают, а также только определенные аффилированные. И свобода пользования этой карты – это больше возможность найти варианты оплатить услуги, нежели чем гарантированный вариант оплатить услуги. Это очень важный момент, многие это пока еще не поняли. Сейчас 100%, если у туристов нет иностранных банковских карт, проще самому пока не пытаться купить, потому что риск отмены будет высок, а обратиться либо напрямую в авиакомпанию, которая гарантированно скажет, либо представителям, кто работает
работает через международные клиринговые системы, которые пока еще доступны в рамках авиации без ограничений. Артур Мурадян, Space Travel. Об авиасейлс Business FM сказали, что компании, которые представлены в агрегаторе и принимают карты МИР, директор по маркетингу Билетикс Александр Мишин также сообщил, что никаких проблем с оплатой в их сервисе нет. У нас без проблем проходят любые карточки и любые платежные системы, будь то MasterCard, Visa или МИР, любых банков российских, не российских. То есть у нас с этим проблем нет. Вот как обстоят дела у авиакомпаний, особенно у зарубежных, может быть, какие-то и будут проблемы у держателей российских карт. То есть, получается, у вас, в принципе, вообще любой картой и MasterCard'ом, и... Да, но у нас мы используем нашу платежную систему российскую. Это, во-первых. Во-вторых, мы принимаем деньги, а дальше мы уже авиакомпаниями рассчитываемся, не по карточкам, естественно. Да? Вот, поэтому при покупке через нас проблем нету сейчас. Александр Мишин, Билетикс. Добавлю, что 10 марта авиакомпания Turkish Airlines из-за блокировки российских карт системами Visa и MasterCard и сложности в платежных цепочках проинформировала российских билетных агентов о приостановке продаж билетов на рейсы из Турции в третьи страны. Представители авиакомпании пояснили, что ограничение вводится не для россиян, а для всех покупок, совершаемых с территории России, что вызвало проблемы с платежами. На данный момент на глобальном сайте авиакомпании недоступна онлайн-оплата картами Visa и MasterCard российских банков, а также картами МИР, то есть туристы тоже не смогут на сайте такие билеты купить, но зато карты МИРа принимаются к оплате в офисах авиакомпании Turkish Airlines в России, и поэтому эта система указана на сайте. У россиян, которые не могут вылететь из Таиланда, начались проблемы с визами. Местные власти не хотят их продлевать, поэтому каждый день туристам начисляют штраф в 500 бат, это около 2000 рублей. Могут отправить и в иммиграционную тюрьму, об этом сообщили РИА Новости. Одни россияне приехали в Таиланд перед началом военной операции, другие находятся в стране еще с начала пандемии коронавируса. Им продлевали визы каждые 2 месяца, но ситуация с COVID-19 улучшилась, и с марта документы перестали действовать. По их словам, всем, кто обратился в иммиграционную полицию в начале марта, поставили штампы и разрешили остаться на неделю, но потребовали покинуть страну по истечении срока. РИА Новости отметили, что есть и другая проблема. Чтобы продлить визу, нужно указать временный адрес проживания туриста. Раньше этим занимались отели, но теперь россиянам приходится жить в случайных местах, и подтверждение временного адреса получить сложно. Основатель тревел-агентства Дашичер, тревел-блогер Дарья Чер, которая сейчас в Таиланде, говорит, что такой проблемы не заметила. Не уверена насчет Паттайи, то есть у меня есть оттуда знакомые, но нет ни одного случая, кого бы я лично знала, кто бы там застрял. Но здесь, на Пхукете, генконсульства отлично работают, и они уже примерно 1-1.5 недели назад сказали, что в любой момент можно прийти в генконсульство, получить справку на продление, с этой справкой прийти в иммиграционную службу и на месяц продлить свое нахождение здесь, в Таиланде. То есть в этом плане они очень быстро и оперативно сработали, и можно совершенно бесплатно здесь себе еще продлить пребывание. По поводу Паттайи, опять же, почему-то мне кажется, что там должно быть примерно то же самое. Возможно, просто туристы, либо люди, которые прилетели туда самостоятельно, возможно, до них эта информация просто не дошла. Но, скорее всего, там тоже такая возможность есть. Дарья Чер, тревел-блогер. У застрявших россиян сейчас есть только один способ законно решить проблему нелегального пребывания: на выезде из страны заплатить штраф. А за все дни, когда виза уже не действовала, сказал генконсул России в Пхукете Владимир Соснов в интервью РИА Новости.